Привет, да. Сегодня какой день? Сегодня среда. И мы, идем в парк аттракционов. Ура! Мы, обыскались этих парков, тут их много. И решили остановиться на этом пока что. Парк сказка. Да, парк сказка. Как мы до него добирались? Ну, на метро, да, ладно, тут еще более-менее мы разобрались. А вот как мы ехали на автобусе тут с пересадками, мы сели на 829 автобус. А там у него маршрут изменился, видимо. Да. И он ехал не до конечки, а остановился посередине своего маршрута. Нам пришлось искать другую остановку и другой автобус, чтобы пересесть. Да. И мы думали, уже идти пешком, потому что на Яндекс.Картах никогда не доверяйте Яндекс.Картам. Они нам эта карта, нам показывала, что вообще ни один автобус до нас не едет. И мы такие, думаем уже пешком пойти. И тут, как вот нам повезло, приезжает наш автобус, и мы такие... Вообще, прям реально повезло, мы сидели минут 10 максимум. Да. Даже меньше. Ну, вообще, наверное, стрёмно было, потому что первый автобус, на который мы сели, не до конечки ехал, остановился, сказал, выходите. И мы даже не поняли, что это за остановка, на которую нас высадили. Где мы? Где я? Кто я? Ну, вот там. Да. Сегодня намного теплее. Сегодня вообще тепло. Ну, по нам не видно, мы в Курсках, да? Но сегодня тепло. Для осени. Да. Смешное кафе. Да, блин. Реально. Ой, там кепочки прикольные. Мотор Сити. Круто. Жалко для детей. Реально, я не понимала, почему нам нельзя? Выбираю жить в Каире. Я выбираю жить в Каире. Он это понимаю. Звук прибавили. Ради нас. Я выбираю жить в Каире. Это был сон. Красота. Ain't gotta say nothing. Six and chill when she bustin'. Shit is in my face when she rustin'. Нашли рай для Джина. Сейчас. Из BTS, да. Сейчас. Во, видали, а? Капец. Она похожа на Мегамост. После того, как мы прокатились на разных аттракционах, мы пошли немного перекусили в кафе. Да. Баба Жук. Около Красной площади мы увидели красный экскурсионный автобус, на котором мы очень хотели поездить. Поэтому решили не упускать возможности, сели на часовой автобусный тур. И также в стоимость билетов была включена экскурсионная прогулка на теплоходе. Мы, прокатились на экскурсии на красном автобусе двухэтажном, как в Лондоне. Собственно, мы попали в 3 пробки. Вот. И да, мы завтра едем кататься на теплоходе. Благодаря этому автобусу. А сейчас мы идем в ГУМ. Есть гумовское мороженое. Если у нас хватит денег на него. Денежки, да? Потому что у меня осталось. Я не буду говорить, сколько у меня осталось, но мало. Вот. Слышите, да? Купили морожку. Уэмбли. ГУМ. Мы опять решили зайти в кафе недалеко от нашего дома, и там мы увидели клип Blackpink in your area. Да, мы бы сейчас, конечно, на Москву-Сити бы сгоняли,
Но мы не сгоняли, поэтому нам остался последний выбор, это качельки. Собственно, где мы и сейчас. Это очень информативно. Хочешь, захотела, сняла, захотела, одела. Полная свобода. Сейчас свалится. Доброе утро. Сегодня четверг, 5-й день пребывания в Москве. И мы вышли только что из дома. Ксюша забыла зарядку для телефона. Вот, и она побежала за ней. А я ее жду. Классное начало дня. Кстати, мы не сказали. Вчера мы уехали домой на 8-м поезде. Мы сидели в метро и ждали поезда, который будет более-менее свободный. Да. В итоге На 8-м. 8-й тоже был не свободный, но нам повезло. Мы сели. Да. Там было 2 свободных места. Это так, дополнение. Вот. А сейчас мы ждем трамвай. Кстати говоря, они тут ходят поминутно, а что-то нам не повезло сейчас. Да ни одного трамвая нет. Закон подлости. Тут офигенные трамваи, и это факт. Золотая чаша, золотые цепи. Угадай, где я не дома, бэйби. В моем бокале смузи, мы на трэп-хэте тикатусь. Мы пришли на теплоход. Продолжение автобусного тура вчерашнего. На автобусный тур сегодня мы не попали, потому что мы выходились. Ну, не важно. Ну, в общем, мы приехали туда, куда надо, а потом оказалось, что тур, на который мы собирались автобусно поехать, он закрыт, сегодня не работает. Вот. И мы решили, короче, на теплоход пойти. В итоге мы пришли на тот причал, на который не работает, как мы это узнали. Мы начали туда звонить в их центр. Нам говорят, оттуда теплоход не уходит. Мы такие, класс. Потому что мы там стоим, и вот этот теплоход, который должен сесть, он просто приезжает мимо этого причала. Мы такие, в смысле? А сегодня, именно только сегодня почему-то этот причал не работает. Он находится в другом причале, но этот другой причал находится в 30 минутах, поэтому там нет. Около 2 часов была эта экскурсия на теплоходе. Мы сегодня мало спали, поэтому на середине пути мы начали засыпать. Но было очень красиво, экскурсовод рассказывал интересные факты о разных местах Москвы, и мы увидели много достопримечательностей. Вот, а сейчас мы едем в корейский ресторан. Это, наверное, самый эпичный ресторан, в который мы, наверное, пойдем за все пребывание. Да, и мы вот очень сильно хотим к нему, потому что там шикарное меню. Да. Мы узнали, что здесь, короче, есть выставка, которая длится с 19 по 27 сентября. Нам жутко повезло, потому что в этой выставке есть Изображение Чимина. И мы такие, почему бы не сказать, почему она бесплатная? Вот. На эту выставку была довольно большая очередь, в которой мы простояли почти около получаса. Но это того стоило. Об этой выставке у нас даже есть отдельное видео на канале, поэтому, кому интересно, ценителям творчества и искусства, обязательно зацените его. Это шедевр! Надо фоткаться с этой стороны. Что мы и сделаем? Царь решил поговорить по телефону. На самом деле нам очень повезло, потому что когда
В Россию очень много приезжают популярных людей. Ну, в нашем случае скорее, потому что мы фанатки Кореи. И в том году приезжал популярный хореограф из популярной студии, которая есть в Корее, Ван Мили называется. И мы упустили его, потому что у нас не было возможности съездить туда, в Москву, да, он сюда приезжал. И там билеты стоили почти ничего, там 1,5, что ли, тысячи на его мастер-класс. На мастер-класс такого хорошего хореографа можно было и дороже даже отдать. Деньги, да, я бы не пожалела. Но, к сожалению, у нас не было возможности. Также мы упустили много концертов. God Не Seven, только кей-поп, кстати, концерт. Stray Kids, Billie Eilish мы пропустили. Да. Поэтому то, что мы сегодня, ну не сегодня, вот на этой неделе здесь, и на этой неделе же проводится выставка, где, собственно, показывали арт. Работу Ликея, арт Чимина BTS. Да, собственно, нам очень сильно повезло, что мы попали на нее. Да. И еще совершенно случайно абсолютно мы об этом узнали. Когда мы только приехали, Ксюша увидела в ленте ВКонтакте запись про то, что вот этот на какой-то арт-выставке опубликован вот этот портрет Чимина. И мы как-то забыли об этом и подумали, ну если вдруг будет время, как-нибудь сходим туда, если туда недорогой билет. И вчера, когда во время автобусного тура мы проезжали этот выставочный зал, я просто увидела вывеску и загуглила, просто чтобы не потерять, потому что я увидела, что он бесплатный. А когда мы пришли домой, Ксюша нашла ту запись, и мы увидели, что это одно и то же. И я такая, вау, Да, нам правда повезло это увидеть. да. Еще мы познакомились там с одной девочкой, она тиктокер. В завершении дня мы поехали к комплексу Москва-Сити, чтобы посетить смотровую площадку 360 градусов на высоте 327 метров. И там, помимо безумно красивых видов на Москву, нас ждал сюрприз. Ксюш. Красная луна. Итог того, как мы сходили на панораму, мы не успели войти, скажем, войти в панораму, мы только с лифта сошли, туда вошла Ани Лорак. Вообще мы сначала не поняли, что произошло. Просто там был стенд для фотосессий, и туда просто подходит Аня Лорак, туда ставят свет. И в это время я снимала панораму, просто перевожу на нее камеру и такая... Аня Лорак. Мы поехали в парк Зарядье, там была небольшая бесплатная арт-выставка, по которой мы немного прогулялись, а затем пошли в ледяную пещеру. Вашему вниманию предоставляется новая светская принцесса Ксения. Любит домашних животных, но не может их заводить. Есть аллергии и музыкальные специфические интересы. Любит корейскую поп-группу BTS. Мечтает стать принцессой всея Руси. У нее шнурок развязался по пути к звездам. Вообще-то это Оскар. Итак, на
подиум выходит Елена, самая горячая штучка на этой планете. Как видите, она грациозна, как антилопа, любит кружиться и вертеться. Также обожает музыку. Музыкант просто от Бога. Как видите, даже по ее походке можно сказать, какую музыку она предпочитает. Это кей-поп, классика, но в основном кей-поп. Лен, ты когда-нибудь видела такую картину? Короче, предыстория. Она пролила на себя воду. А потом мы снова пошли в ресторан Корё, потому что нам очень понравилось там, и мы хотели попробовать еще другие блюда. С утра мы решили поехать и позавтракать в Макдональдсе. И мы, короче, искать смотровую площадку Воробьевы горы. Тут написано, что можно срезать путь по экотропе. Мы просто с ней в один голос такие. Это экотропа? Мы и они. Спустя 6 лет мы и они. Листочек. Он прям тебе в руки упал. Сумочку. Мы на смотровой площадке, где в 2014 году были БТС. Воробьевы горы. Вот здесь. 너와 내가 함께 할 수 있다면 누구만 너와 내가 손잡을 수 있다면 Приехали на Мегаспорт 29 июня 2019 года. Здесь были NCT 127. Итак, мы нашли магазин, представители косметики из которой Monster X. Ару. Мы в телеке, мама, привет. Откуда камера? А, вот. Забавно. Затем мы поехали на улицу, где по приезду в Москву в 2019 году жили NCT 127. И туда, где лидер этой группы Тэйон снимал фристайл-дэнс-видео. Мы пришли на место, где танцевал Тэйон из NCT 127 в прошлом году. Он здесь танцевал фристайл под песню «Сеньорита» Камилы Кабельо. Вот именно вот здесь вот он здесь танцевал. We don't speak, that's alright. 널 모른 네 목소리 심장이 턱 언제부턴가 따라이는 이 말투 다 알아챌 수 있어 네 손잡으면 Забавный факт. Сидим на остановке и увидели вот это вот название Кимчи. Мы кей-поп аниме магазинчик в Москве. Ксюша увидела там акцию. Купи на 2000, получи шопер от Зика официальный. Переверни. Собственно, что она и сделала. Мы просто посчитали все в один чек. Затарились там всякой фигней кей-поповской. Ну, я на 300 рублей, она на оставшиеся дофига. Приехали на Арт-20, чтобы смотреть на стену Цоя. Но так оказалось, что мы уже здесь были. Когда мы вышли с метро, мы увидели здесь Бургер Кинг, в котором мы были после концерта NCT в том году. Я солдат, я наш ребенок войны, я солдат, мама, залечи мои раны. А после прогулки по Арбату нам нужно было отснять еще немного материала для клипа Лены, и мы прошлись по красивым местам в поисках подходящего кадра.
Ты очень далеко. Очень. На этом наш влог подходит к концу. Надеемся, что вы окунулись в это путешествие по Москве и прочувствовали наши эмоции. Спасибо за просмотр и До новых встреч! В этом городе я знаю пути, знаю тех, кто мне мешает идти. Каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой, кто не первый, тот уже не второй. Каждый глуп, каждый смел, опоздал, не успел. Знаешь, 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 ты не первый такой, кто хочет все и сразу только унести бы с собой. Ты видишь только то, что хочешь видеть, а за спиной все говорят, а ты не слышишь, слышишь. Вся Москва блестит, вся Москва горит, вся Москва